He left the book. The next station is Virato Loop.
Всем привет, с вами я, СМЗ, это рубрика «Путешествие по Москве. Новые станции метро». Территория Новой Москвы была присоединена в 2012 году. Через 4 года, в 2016 году, открылись первые станции на территории Новой Москвы. Это станции Румянцева и Саларьева на Сокольнической линии. Через 2 года, 30 августа 2018 года, открылся большой участок на Калининско-Солнцевской линии со станциями Мичуринский проспект, Озерное, Говорово, Солнцево, Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка. Наверняка многие подумали, что на этом развитие метро в Новую Москву будет завершено. Нет. Развитие продолжается. 20 июня 2019 года открыта станция метро на Сокольнической линии. Филатов Луг, Прокшина, Ольховая, Коммунарка. Станция Филатов Луг, станция Сокольнической линии метро, открыта в составе участка Саларьева-Коммунарка 20 июня 2019 года. Выход на трассу Солнцево-Бутово, Варшавское шоссе, деревня Картмазово, город Московский, к садовому некоммерческому товариществу Филатов Луг и Хованскому западному кладбищу. Станция названа в честь садового некоммерческого товарищества Филатов Луг. Откуда такое название, мне, к сожалению, неизвестно. Дизайн станции вдохновлен архитектурными формами железнодорожных станций и вокзалов. Это станция Ватерлоо в Лондоне, Великобритания, 1848 год. Пенсильванский вокзал, Манхэттен, Нью-Йорк, США, 1910 год. И Киевский вокзал, Москва, Россия, 1918 год. Но мое личное субъективное мнение по поводу дизайна станции. Мне он больше всего напоминает гараж. Отправляемся дальше. Следующая станция Прокшина. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Прокшина. The next station is...
Станция Прокшина, станция Сокольнической линии метро, открыта в составе участка Саларьево-Коммунарка 20 июня 2019 года. Выход на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, жилым комплексом «Испанские кварталы Дубровка», садовым некоммерческим товариществом «Дружба» и «Коммунарка-2», коттеджному поселку Соловьиная роща, деревне Прокшина и Хованскому пруду. Станция названа в честь одноименной близлежащей деревни, которая включена в состав Москвы с 2012 года. Название предположительно произошло от имени Прокша. Это производная форма календарного личного имени Прокофий. Эта деревня упоминается в списке населенных мест 1862 года как владельческое сельцо первого стана Подольского уезда Московской губернии по правую сторону Старокалужского тракта. Дизайн станции Прокшина, так же как и Филатов Луг, вдохновлен архитектурными формами железнодорожных станций и вокзалов. Станция Ватерлоо, Пенсильванский вокзал и Киевский вокзал. Но повторюсь еще раз, мое личное субъективное мнение по поводу дизайна станции. Это про Филатов Луг и про Прокшина. Напоминает гараж. Отправляемся дальше. Следующая станция Ольховая.